Интересный был вчера денек. 3 щук поймал. 2 упустил. Почему? Поленился взять сачок. Думаю, не поймаю ничего. Ну и как назло 2 щуки. И обе сошли. Слабо зацепились. С сачком бы вытащил. Вот. Потом, позже поймал еще и 3. Ну, такую маленькую, что пришлось ее отпускать. Причем, как назло, зацепилась она хорошо. И для того, чтобы ее снять, пришлось приставать к берегу и плоскогубцами ее вытаскивать. Но что самое интересное, опять видел вчера я тут НЛО. Где-то в районе 11 часов вечера началось. Полетел яркий объект в том направлении. Я думаю, может, спутник какой или что? Ну, не придал значения. Сидел, долго жег костер, дрова были не очень хорошие, сырые пеньки. Разгорались они слабо. Вот, долго сидел. И вот около часа ночи тут началось. 2 объекта, один за другим, как яркие звездочки, на небольшом расстоянии друг от друга летят с огромной скоростью. Вдруг один ярко вспыхнул. Потом начал мигать, и они оба исчезли. Маленькие звездочки, такие огоньки перемещались. В общем, небо было безоблачное, луны не было. Она часа в 2, наверное, взошла тут. Много интересного понаблюдал. Вот так вот, находясь вдалеке от населенных пунктов, где чистое небо, можно увидеть удивительные явления. Что это такое, я не знаю. Я не строю никаких гипотез относительно того, что инопланетяне там, или путешественники во времени, или же там из других измерений. Это не важно. НЛО, то есть неопознанный объект. То есть не спутник, не самолет, не дирижабль, не воздушный шар, не аэростат никакой, а именно неопознанный объект. Какая его природа, неизвестно. Но интересно было понаблюдать. Может, у них в этот период времени какой-то лед, кто их знает, как у майских жуков. Здесь вот происходит. Может, это техногенные объекты какие-нибудь, потому что временами тут происходят то ли взрывы какие-то, то ли самолеты барьер преодолевают, звуковой грохот такой, ухает что-то в небе. Непонятно. В общем, какая-то активность тут происходит в небесах. Вот решил опять пожарить морковь. Потому что гречка осталась. А что к ней? Лук да морковь. А рис, кстати, в этот раз еще даже не открывал. Не хочется что-то риса. Гречку хочется. Не могу понять, почему. Обычно-то я рис больше люблю. Ну вот. Как-то так складывается. Сначала я жарю морковь. Вон, летит самолет. Ой. Хорошо, не успел почистить от кожуры, от шелухи. Тут же песок везде. Какое-то арабское радио поймал. Хорошо вчера аккумуляторы. Пока НЛО смотрел, всю ночь радио работало. Но оно и к лучшему.
Тут кабанов много. Они услышат звук радио и обойдут стороной. Ну, я надеюсь так, что их радио не привлекает. А там кто ж знает? Неизвестно. Лука мало остается. Продуктов уже не так много остается. На одних каши буду. Если рыб не поймаю. Ну, сахар есть. Вот вчера компот на печке сварил. Еще не открывал. Компотное таинство там происходит. Последний компот в этом походе. Больше сухофруктов нету. Вот, а как резать лук, я научился, просматривая видео с кулинарами, шеф-поварами французскими. Потому что раньше-то резал я неправильно. Весь распадался. А они знают, французы известные кулинары. Надо учиться. У всех надо учиться. У китайцев, и у французов, и англичан. Вот есть блюдо английское. Печеный лук. Простейшее блюдо. А вкусное. И недорогое. Лук вон 89 рублей стоит килограмм, насколько я помню. Купил 2 кило лука, гречки на 100 рублей, и неделю можно питаться. Ну, масло еще надо. В общем, экономия на лицо. И здоровая пища. Надо масло. Теперь буду печь разжигать. Уже набил туда дрова. Там наломал ольхи сухой. Arabic Broadcasting. Вот что это такое. Арабская трансляция. Это все не нужно. Как я в один из первых дней нашел там кору. О, гораздо лучше, чем наших этих слушать хипстеров сраных, жизнерадостных, с кредитными машинами и айфонами. Нет, это не то. Тут настоящая жизнерадостность, а не поддельная, как у наших. Противопожарная кора. في رسالة بطرس الأولى رأينا في المرة الماضية أنه علمنا أن نحيا الحياة التي تمجد الله وهذا ينطبق أيضا على الحياة العائلية. لذلك في الفصل الثالث يعلمنا عن علاقة الزوجة بزوجها والرجل بامرأته. فقال أيتها الزوجات اخضعن لرجالكن أو أزواجكن حتى إن كان الزوج غير مؤمن بالكلمة تجذبه زوجته إلى الإيمان بتصرفها اللائق. وهذا حدث فعلا في حالات كثيرة إذ أن الرجل لاحظ تقوى المرأة وتأثر بها وقبل المسيح مخلصا حين يلاحظ سلوكها الطاهر ووقارها. وأيضا على المرأة أن لا تعتمد على الزينة الخارجية لإظهار جمالها بالشعر أو التحلي بالذهب. Зато чеснока достаточно есть. وإنما لتعتمد على الزينة Буду с чесноком все. ليكون قلبها متزينا بروح الوداعة والهدوء. هذه هي الزينة التي لا تفنى وهي غالية الثمن في نظر الله. هذه كلمات مهمة أن الوداعة والروح الهادئة هو في نظر الله كثير الثمن. هذه هي زينة المرأة الحقيقية. ولاحظ أنه يكون
Цвет морковный переходит в масло. Вот печь. Такое удобство создает. Готовь себе сколько хочешь, что хочешь. Запас топлива бесконечен. Немножко неровно я установил. Надо было по уровню ставить. Но ладно, это не важно. إن الله لا يعاملنا كعبيد لا يقول لنا عدد المرات التي نصليها وفي أي اتجاه ولا يقول للمرأة يجب أن تغطي رأسها إلى قدميها ولا أشياء مثل هذه. И на гриле я тут, то есть, на каком гриле? На фритюре готовил. А сегодня, думаю, может быть, попробую хлеб сделать, лепешки. И мне пойдут, и вершу заправлять. Ездил вершу проверять. Ничего там нет. Хотелось рыбки поесть с утра. Но не судьба. Вот желтое масло становится. Каротиноиды из морковки извлекаются, жирорастворимые. Ну вот, морковь пожарилась. Пришло время лук добавить. Лук да морковь, мир и любовь. Да, гречка с луком и морковью — это блюдо номер один. По пользе своей, по питательной ценности. Все есть, и жиры, есть и углеводы. Ну, белков, может, не очень много, но тоже есть. В качестве белков можно яйцо туда добавить, например. Еще 3 яйца у меня сохранилось. И вот такого блюда с утреца я поем. Ну как, сейчас не самое раннее утро, сейчас 12 час уже. И второй раз уже вечером буду. Сегодня, наверное, макароны вечером сделал, либо картошку. Посмотрю. Может, какой суп. Ну, это уж как что в голову придет. Что-то подгорает морковь слегка. Ну ничего, это не страшно. Сейчас лучок пожарится. Надо мешать. Stir and fry. В арабских странах тоже любят такое. С бараниной, пловы там всякие. А в Тунисе индейку любят. Баранину везде любят. Там у них даже эти есть сосиски и колбаса вареная с бараниной. Свинину-то не едят.
по религиозным соображениям. Мусульмане, потому что, ну, в общем, правильно делают. Баранина получше будет, чем свинина. Ох, какой запах. Как пахнет. Это просто, ну, я не знаю. Как раз вспомнил про баранину. Но я-то уж давно мясо не ем. 5 лет. А до этого ел, и много ел. И баранину очень сильно любил. Баранину из всего мяса я любил больше всего. Говядину, ну так, жесткая она. Вареную вот. Свинину, ну да, ел. Было дело. Но баранину, конечно, в любом виде. И печеная, и вареная, какая угодно. Вот это мясо хорошее. Жир такой бараний, твердый. Да. Надо следить, чтобы не сгорело. А то уж маленько подгорает морковь. Сильно печь. Раскочегарилась, убавить, что ли? О, чтобы подубавить. Вот, арабская музыка закончилась. Теперь Азербайджан, про великий Азербайджан что-то поют. Вот. Гречка-то в титановой кастрюле была. Всплыла. Кончилась гречка-то. Вот, нет ее. Но зато кастрюля освободилась. Можно будет в ней готовить что-то. Вот, пожаренный лук. Морковь там пожаренная. И теперь гречка добавляется. Даже немного обжаривается. Вот. Такое блюдо получается. Благородное блюдо. Сытное. Полезное. Это... Так, можно теперь и посильнее сделать. Пускай шпарит. А то температура-то упала. О, только открыл, сразу начала гудеть. Вон про Азербайджан что-то передают. Эх, хотел бы я побывать в Азербайджане. Но, наверное, не скоро получится, если вообще получится. Особенно в южном Азербайджане, в Ленкоране. Перца поперчить, не скупясь. Где соль? Это не соль. Вот соль. Сейчас масла немножко надо добавить. Вот. Пусть обжарится слегка. Перемешается тут все. Еще пол морковки осталось, несколько луковиц. Может, попробую сходить через весь остров в деревню, там есть. Вдруг магазин там. Может, найдется что там в магазине. Не знаю, пока не хочется никуда идти. Вова, гречка-то какая стала. Теперь осталось дело за малым.
А именно нужен чеснок. Вот тут есть открытый чеснок. Но продукты иссякают. Да, есть. Там еще 4 головки чеснока. Так что, в принципе, можно особо сильно... О, опять раскалилась. Опять раскалилась. Вот без этого регулятора, конечно, печью было бы пользоваться гораздо менее удобно. Всем советую иметь подобные. Кто печью пользуется. Вот упал зеленый чеснок. Ну что ж, чеснока тогда в этот раз побольше будет. Так, что такое? Вот так. Надо подрегулировать вот это кольцо. Вот. Оно прижимает эту штуку и не дает ей вот так вот за счет трения. Не пригорать. Гречка пригорит, потом трудно отмывается. Поэтому надо потише сделать печь. Так, 3 зубца чеснока. Нет, 4 зубца чеснока. И хорошо будет. Еще есть один сюрприз. Да, когда такая солнечная погода, солнце яркое, быстро заряжается все от солнечных батарей. Сейчас вот зарядится у меня павербанк. Фонарь, небось, уже зарядился, он быстро заряжается. В такую погоду можно телефон напрямую к батарее подключать, тоже заряжается. Когда тучки на небе, облачность, то тогда без толку. Потому что только тучка это пройдет, телефон там что-то с ним происходит, и он заряжаться перестает. Надо переподключать. Вот бы китайцы догадались сделать провод для солнечных батарей с регулярным переподключением, чтобы каждые там 5 минут он выключался и включался. Вот дарю идею китайцам, мастерам электроники. Был бы очень ценный кабель. Вот. Можно сказать, все готово. Чуть-чуть. О! Чуть-чуть. Загорело там. Ой-ой-ой, беда. Беда. Проснулся и понял. Беда. Вот. И тут вот у нас будет сюрприз. Приз в студию. Это куриное яйцо.
Вторым. Вот теперь это настоящий, достойный всякого. Ну и что у нас еще остается? Чуть-чуть соевого соуса. Немного его. Буду дозировать капельно. А не вот так вот. Еще, может быть, на раз на макароны хватит. Так. Что же у нас? Есть соль, перец, достаю. Кстати, у нас есть еще и майонез. Превращает доширак в деликатес. Что добавить? Заветом водников великих, карельских походников. Ну, кстати, нормально тут майонеза еще. Добавлю потом. Может, и не буду добавлять, не знаю. Все-таки грех большой. Белок распределим, а желток трогать не будем. Вот так, красота, лепота. Вот. Ну все. Вкуснейшее блюдо готово. Буду есть. Ну вот. Решил я изготовить более совершенное устройство для батареек, для аккумуляторов. Из вот таких вот дощечек, гвоздей, которые здесь нашел, проволоки, сделал держатель. Вот сейчас тут один аккумулятор лежит. Радио, кстати, в него вставил две из этих батареек в резервный отсек. В нем есть основной и резервный отсеки. Резервный держит только батарейки, содержит для того, чтобы время и настройки станций сохранять. А основной, когда радио поет. Вон оно, еле-еле там что-то видно, время показывает. Вот. Сделал. Почему сделал? Потому что вот эта вот изолента мне как-то не понравилась. Я думаю, как же я буду их заряжать? Непонятно, разматывать, сматывать, потом она липкость свою утратит. В общем, решил я сделать такое приспособление. Вот, и батарейку сейчас, к сожалению, я могу их только поодиночке заряжать. Вот. Я заряжаю ее в фонаре. Это фонарь. Другой резервный фонарь. Сам простейший фонарь. Вот такой. Ну, хороший, удобный фонарь. Вот. Раньше я всегда им пользовался. Вот. Тут вот стоит эта батарейка, заряжается. А это павербанк, который я использую. Заряжаю павербанк, потом от него заряжаю телефон. Чем он мне нравится, в нем есть быстрая зарядка. То есть можно быстренько зарядить телефон и опять поставить павербанк на батарею, чтобы он заряжался. И сегодня удивительный день. Вот такая вот гладь озера, как лето все равно. Ну, в принципе, лето скоро, через 2 недели. Эх, там и осень. Но вот чудо сегодня случилось. Какой-то внутренний голос мне сказал: иди, лови рыбу, иди. И я пошел, а снасть-то у меня на щуку рассчитана, воблер там стоит, все. Думаю, ну, покидаю. И вот какой разбойник попался на этот воблер. Значит, буду варить. Но поскольку он один, больше ничего я не поймал. И верша пустая. Сделаю с картофелем. Придется с картофелем варить, чтобы суп был посытнее, понасыщенней. Будет рыбный суп. Буду варить. На печке буду варить. А вот мой штатив.
импровизированной лопатой делаю в земле ямку, вставляю кол где надо. Ну вот, и оттуда и снимаю. Муравьи в компот мне все-таки залезли. Как я не оберегал его от муравьев. Вот столик. Вчера каких только я не видел объектов в небе. Это, конечно, впечатляюще. Ну, может, потом позже расскажу. Опять довелось увидеть. Ну, многие люди, конечно, в это не верят. Считают, что это спутники. Уж больно странно эти спутники летают. Кто его знает, что это? Мы не знаем. И наверняка никогда не узнаем. А вокруг Солнца сегодня был радужный круг. Наверное, потому что мороз ночью был. Ночью было -2. Холодно. Вот, чтобы не замерзнуть, я спальник сушу. Ну и всю одежду, конечно, тоже просушиваю. Главное, чтобы все было сухое. Тогда будет тепло, потому что влага, она очень сильно снижает теплоизоляционные свойства одежды. И уж про спальник-то и не говорю.
Вот такая вот удача сегодня. Окуня поймал. Но одного, к сожалению. Потому решил сварить из него суп. Не классическую уху, когда только рыба и лук, и перец, а суп. Что остается немного картошки. Что делать? Надо утилизировать ее. Можно было, конечно, пожарить. Но раз уж подвалила такая удача, окунь, я решил сварить. Вот сейчас пена уйдет. Я добавлю туда перец. И будет он вариться, этот суп, с полчаса. Возможно, чайник еще вскипячу, пока он варится. На вот таких вот дровах. Сухая, гнилая, в общем-то, ольха старая. Но горит очень хорошо. Быстро прогорает, конечно. Ну, чтоб суп сварить хватит. Это всего 2 ветки небольшие. Такие дрова для костра, они бесполезны. Это сгорит за 2 минуты. А на печке это позволяет приготовить обед. Я даже, мне кажется, многовато воды взял. Но испарится вода, улетит в атмосферу. Сегодня прям летний денек. Но как ветер подует, сразу холодно. Ночью был мороз, минусовые температуры. Посмотрим, что там делается. Вот кочерга. Прежде чем новую порцию дров заложить, угольки хорошо притянуть сюда, поближе к входу в печь. Самолеты что-то разлетались. Ароматный дым получается от ольхи. Не зря на ней коптят. Туда печь желательно забивать как можно больше дров. Не так, чтобы там лежало пару штук, а чтобы она была вся заполнена. Все это горело. Много углей образуется, они тоже очень жаркие. Вот я руку подношу, и оттуда жар идет прилично. Долго не удержишь так руку. Ну вот. И теперь дверцу закрываем. Пусть все горит. Я сделал такой кочергу. Очень удобно там манипулировать. Вот пена пошла. Вот как она прекратит подниматься, пена, можно и перец заложить, а то будет как пену снимаешь и вместе с перцем ее выбрасываешь. Так не делай. Вот, она еще мутная, как бы это уха, так сказать, ну суп рыбный, чтобы не нарушать.
правило. Раз добавлена картошка, уха с картошкой, короче. Картофельный суп с рыбой. Как угодно. Это как вода. Гидрид кислорода, оксид водорода. Как хочешь, так и назови. Но смысл от этого не меняется. Вот. Все бросаю на землю. Вот здесь. Очистки, пен. Потом это все сгребаю в костровище. И вечером, когда я разжигаю костер, все это перегревается, сжигает. Костер всю органику выжигает. А тут очень важно пищевые продукты не оставлять, потому что есть кабаны. Вепри. Страшное дело. Свежий помет видел. Значит, ходили они тут. Недавно совсем. Может, и ночью ходит, когда я сплю. Мне что-то на кабанов везет. То на буже я спал, пришло целое стадо кабанов. Там желуди, они там кормятся. Перерыли все за палаткой. То тут кабаны. В прошлом году здесь видел лосей. Животные есть тут. Всякие, а уж птиц-то сколько. Пусть поднимается пена. И уже пора и заканчивать с этой пеной. Будет супчик вкусный. Чайки там рыбу ловят, плюхаются со всего разгона в воду. Ох, тут такой жар над печкой. Ничего себе. Но она и разогрелась. Труба около 400 градусов температуры имеет. Дыма нет. Чайник, что ли? Пойти. А, тут есть вода. Почти полный. Вот чем хорошо, когда расположена печная труба с уголка. Можно взять и чайничек-то вот сюда и поставить. Вот. И чай будет, и суп. А была бы труба там, уже бы не влезла при тех же габаритах. А еще лучше, когда труба вот тут вот выходит, сбоку, вот таким уголком. Тогда еще ее можно вот так, как угодно наклонять, вправо, влево, вперед, назад. И поверхность передняя вся полностью занята под посуду. То есть тут бы можно было, по идее, 2 чайника таких поставить. При тех же габаритах. Вообще идеальная конструкция печи, как мне кажется, должна включать в себя лабиринт. То есть, чтобы, допустим, газ шел вот отсюда, вот так, и только потом в трубу. То есть тут должна быть перегородка такая, там вход, а здесь выход. И по возможности труба должна быть, конечно, вмонтирована вот тут, вот в этом месте, сбоку, чтобы поверхность она не забирала. Как уж это сделать, это вопрос инженерный, так сказать. Но это дает, во-первых, возможность регулировать угол трубы. В некоторых случаях это важно. Скажем, вы в какой-нибудь избе и хотите в окно вывести эту трубу. Такую трубу не очень-то получится без изощрения вывести в окно. Только вверх. А если бы она вот так вот под углом могла ставиться, то запросто. Ну или в палатке тоже. Когда труба выходит в бок, то она отходит дальше от самой палатки. И искры не сыпятся. Кстати, скажу, что сделав удлинение трубы внутрь печи из титановой фольги, ну где-то вот сантиметров на 5-7, вот до сюда она доходит, жар больше стал концентрироваться в самой печи, и искр практически нет вообще, даже сеточка не нужна. То есть просто углубить трубу на 5-7 сантиметров внутрь камеры сгорания.
есть там происходит то же самое, что то есть газом приходится вот так идти. Так. И вот это вот колено, по сути, получается прямо там. Искры нет. Я вчера ночью смотрел, редчайший случай, вылетит какая-то, ну, раз в час, полчаса, и моментально гаснет. Тем более там еще вот этот искрогаситель, так сказать, колено верхнее стоит. Вот это тоже устройство очень грамотное. Я убедился, что конструкция хорошая. При любом направлении ветра нет обратной тяги из-за вот этого вот колпака. Наоборот, усиливается как бы. Хоть туда дует, хоть туда. И, конечно, блокирует искры. Но и самое главное, что эта штука, она держит трубу. Иначе как бы ее закрепил на растяжках? Просто к трубе. А так это надевается на трубу растяжки, и она стоит как влитая. Ветер был сильный, ничего. Вон опять пена поднялась. Что ж такое? Окунь какой-то очень пенный оказался. Пора бы уже завершаться выделению пены. Уже да, мутная, потому что там рыба плещется. Вчера поймал щуку почти в 10 вечера. Думал, как же она в такую темень что-то там различает. Непонятно. Уже сумерки были. Я ее отцеплял на берегу, когда фонарем пришлось пользоваться. Ничего не видать. Раньше всякие присказки были. Как темно, как там где-то у кого-то. Но сейчас нельзя такие слова говорить. Нетолерантно. Но не настолько было темно. Это вот в лесу там где-то настолько темно. Но очень-очень. Так. О, пена. Да, вот суп будет у меня сегодня пропитание. Какая-то попала кора туда. На ветке когда ломал. Песочек тут как это делают на юге. Кофе на песке. Вот на ботинок все пену сбросил. Ну что ж делать? Это обувь походная. Конечно, можно сказать, что это не совсем поход, потому что я никуда не иду. Но я хожу тут по окрестностям и живу на природе. Полностью автономно. Людей за это время еще не видел, ни разу ни с кем не разговаривал. А уж больше недели прошло. Не так-то много и остается. Всего суммарно буду 2 недели здесь. Голова разваривается. Из окуня отвар самый вкусный. А может, из судака тоже. Но судака тут пока мне, да и думаю, не доведется поймать. Потому что он ночью там как-то что-то по дну надо уметь. Я не умею судака ловить. Ну вот. А окуня, щуку вот довелось вылавливать. Самая удивительная рыба, которую я когда-либо ловил на спиннинг, это был сиг. Это было на Кольском полуострове, в одном из озер там. На блесну вертушку выловил какая-то рыба непонятного, что, хариус? Нет, вроде не хариус, что-то другое, большая довольно. Очень бойкая, как она колбасилась, билась, вот так вся обмоталась шнуром. Ну, вот такая вот. Но на вкус этот сиг так себе. Непонятный вкус у него какой-то. Ни рыбы, ни мяса. Ни то, ни сё. Розоватое такое мясо. А уж щук сколько я там наловил. Ой, вот щуки на Кольском полуострове вкусные. Они приближаются по вкусу к красной рыбе. И само мясо у них розоватое. Что-то такое едят там. Жирные. Вот тут сухие щуки, а там жирные. Вкусные, вареные, жареные, в каком хочешь виде. Доведется ли еще съездить туда. Сейчас все так
непонятно. Ну ладно, буду варить дальше. Потом есть. Ну вот, устройство в действии. Быстро разряжаемая, заряжаемая держалка для аккумуляторов. Подключается к радио. Это батарейки резервные, на всякий случай на них я изоленту смотал. Буду сейчас суп есть и радио слушать. А антенна вот. Вон туда идет. Вот. К ветке прикреплено. Ну и там противовес. Камень. Аж тут чувствуется запах супа этого окуневого. Очень нежный, приятный запах. Что ж там получилось-то? О! Это просто шикарно. Пахнет. Надо скорее срочно есть его. То я не удержусь. Радио включил. Может, еще музыку найду. Гидросамолет летает. Там вот компот у меня в баке стоит. Все, готов к вечернему просмотру НЛО. Дрова есть. Вот эти. И тут еще у меня примечен пень. Но он очень большой. Может, и дотащу.